Ищите лучший бюджетный смартфон по соотношению цена-качество, значит вам повезло. В этом видео я расскажу о 10 самых популярных и продаваемых смартфонах в Яндекс.Маркете до 15 тысяч рублей. И если вы не хотите потратить впустую довольно круглую сумму, но хотите выжать максимум, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь, ведь на этом канале выходят только полезные видео. Итак, начнем. Сегодняшний рейтинг построен от наименьшей к наибольшей цене за товар. В списке есть как и сенсорные звонилки, которые приглянутся тем, кто разговаривает по телефону, листает ленту и смотрит фильмы, так и модели для более продвинутых пользователей. В общем, каждый найдет для себя идеальный вариант. Принцип моих действий был таков. В фильтрах Яндекс.Маркета выбрал смартфоны до 15 тысяч рублей, а также рейтинг магазина поставил от 4 и выше, так как нас интересуют только качественные товары. Далее сортировал от самого популярного к менее продаваемому гаджету. Выбрал из первой страницы топ-10, провел анализ характеристик, конкурентов и отзывов. Именно поэтому вы с легкостью поймете, стоит покупать смартфон менее чем за 10 тысяч рублей или же все-таки лучше подкопить. 10 место. Tecno Spark Go 2024. Первый и наипопулярнейший смартфон на маркетплейсе. Оно и понятно, цена 7400 рублей. А стоит ли он даже этих денег? Давайте разберемся. Эта цена указана за конфигурацию 4 и 128 гигабайт. Кстати, в нашем списке минимальная память 128 гигабайт, так как это минимум, который нужен в нынешних реалиях. Меньше брать ну никак нельзя. Если вы переживаете за 4 гигабайта оперативной памяти, успокою. Гаджет работает на операционной системе Android Go. Простыми словами, это означает, что версия упрощенная как раз для того, чтобы потреблять меньше, поэтому оперативки хватит даже с головой. Если встроенных гигов не хватит, есть отдельный слот для карты памяти. Отдельный значит то, что вам не придется выбирать между второй симкой и картой памяти, можно поставить все и сразу. Следующий момент, сразу бросающийся на глаза, это, конечно же, дизайн. Корпус выполнен из темного пластика с невероятно привлекающим переливом. Так сразу и не скажешь, что он стоит всего 7000. Цветов несколько: черный, белый, зеленый и золотой. Правда, другие оттенки стоят дороже. Экран 6,6 с разрешением 1612 на 720 типа LCD. Второй удивительный момент – 90 Гц. То есть дисплей не просто неплохой, он очень даже ничего, так как 90 Гц доступно далеко не в каждом более дорогом смартфоне. Эта технология позволит вам с комфортом для глаз читать новости, смотреть сериалы и даже играть в простенькие игры. Емкость аккумулятора здесь целых 5000 мАч. Любителям кино не придется мучиться с проводами во время длительного просмотра. По отзывам пользователей, 7 часов активного экрана, то есть скроллинг ВК, YouTube, включенный 4G, навигатор и так далее. Для бюджетника очень хороший результат. По процессору в смартфоне установлен 8-ядерный Unisoc UMS 9230. В повседневной жизни он работает плавно, довольно шустро, нагрева процессора и, соответственно, корпуса нет. Вы не почувствуете дискомфорта при использовании. Кроме каждодневных задач, можно даже поиграть в игры, такие как Call of Duty, Standoff 2, PUBG и другие. Разумеется, о высоких настройках графики речи нет, но в некоторых играх можно поставить средние-высокие настройки и спокойно играть. Основная камера здесь 13 плюс 0,8 мегапикселей, фронтальная 5 мегапикселей. Для базовых задач непрофессионального фотографа справляется неплохо. Видео можно записать в формате Full HD 30 кадров в секунду. Звук, конечно, такой себе, как и качество самого видео, фокус только по нажатию. Но напоминаю, цена 7000, для этих денег даже камеры можно назвать нормальными. Очередной удивительный факт об этом бюджетнике – стереозвук. Да, простенький, но смотрим на цену и понимаем, что за такую сумму сам факт уже создает улыбку на лице. Тут даже есть технологии DTS – управление звуковыми каналами. В повседневке вряд ли будешь этим пользоваться, но опять же, сам факт наличия в таком смартфоне просто невероятен. По связи никаких проблем нет, по GPS также, и если вам за это время не хватило потрясений, вот еще одно: сканер отпечатков пальцев, установленный в торец и распознавание лица. Работают, как и в целом устройство, неплохо и шустро. В комплекте даже чехол и защитная пленка.
Итак, кратко подытожим преимущества смартфона. Цена, конечно же, первая в списке. Большой экран 90 Гц, привлекающий внешний вид, стерео, батарея, чехол и защитная пленка в комплекте. Из недостатков могу выделить только два. Самые существенные на сегодня – это отсутствие NFC, то есть телефоном оплатить покупку, приложив к терминалу, невозможно. Некоторые пользователи жаловались на проблемы в работе экрана в холод, рекомендуют пользоваться только в теплую температуру, хотя скорее это исключение из правил. Главный вопрос – стоит ли? Если для вас невозможность бесконтактной оплаты не важна, то смело берите, он однозначно лучше своих конкурентов. 9 место, и здесь Redmi 12C. Цена данного смартфона 8000 рублей за 4 и 128 гигабайт. Корпус из черного пластика, есть и другие цвета. Дизайн, откровенно говоря, выглядит на свои деньги, то есть дешево, но справедливости ради надо отметить, что лежит в руке крайне удобно, а на крышке не видны отпечатки из-за матовости. Дисплей 6,71 HD+, 1650 на 720 типа IPS. Разрешение выше, чем у предыдущего, однако всего 60 Гц. Как для бюджетника это норма, но когда мы увидели, каким может быть устройство за 7000, ощущение так себе. Батарея абсолютно такая же, как и у предшественника, 5000 мАч. Забегая вперед, скажу, что почти у всех смартфонов нашего топа будет такая емкость аккумулятора. Процессор MediaTek Helio G85. Простенький, для задач по типу просмотра видео, чтения новостей и звонков достаточно. Удастся даже поиграть в игрушки по типу танков или PUBG. С камерами тоже порядок. Основная 50 мегапикселей плюс вспомогательный объектив, фронтальная на 5 мегапикселей. Увидев цифру 50 мегапикселей, вы, наверное, удивились. Тут важно рассказать один момент. Да, снимает он хорошо, так как апертура основного модуля f1.8, но маркетинг тоже в этом есть. По-простому, чем больше размер матрицы, чем больше мегапикселей, тем больше попадет света и тем лучше фото. Но физически в таком маленьком устройстве не могли поставить такую большую матрицу. Здесь производители пошли путем искусственного интеллекта, выбрав режим на 50 мегапикселей, смартфон как бы на программном уровне делит матрицу на много маленьких составляющих, отсюда и цифра. Не просто так зеркальные фотоаппараты с 12 мегапикселями снимают лучше, чем бюджетники с большим количеством мегапикселей. Отсюда вывод, что количество мегапикселей по большей части всего лишь маркетинговый ход для увеличения продаж. В комплекте только кабель и блок питания. Также в нем есть NFC, ощутимый недостаток – разъем под зарядку устаревший micro-USB, потому что сейчас все шнуры делают USB-C, в остальном все точно так же, как и в Tecno Spark Go. И кратенько итоги. По некоторым критериям он проигрывает предыдущему смартфону, поэтому целесообразнее брать именно Tecno. Но если вам жизненно необходимо NFC, то выбор однозначно на это устройство. 8 место. Oppo A18. Следующий претендент завоевателя пользовательских сердец от бренда Oppo. Цена 8500 рублей за 4 и 128 гигабайт. Задняя крышка из пластика в двух цветах, черном и голубом. Смотрится довольно прилично. Передняя панель 6,56, разрешение 1612 на 720 по типу IPS. В него же не пожалели и 90 Гц для более плавного просмотра ленты и игр. Емкость батареи 5000 мАч, держит в течение суток и еще пару часов в режиме активного пользования. Процесс, как и у Redmi 12C, простой, но пойдет. Фото-видеосъемка самая простая. Несмотря на внушительные размеры, объективы здесь примерно как у 10 номера. Основная 8 мегапикселей плюс 2 мегапикселя, фронтальная 5 мегапикселей. Видео тоже посредственного качества, но для ежедневных задач вполне себе хватит. Внутрянка основывается на том же самом Helio G85. Комплект самый базовый, кабель и адаптер, NFC отсутствует, остальное как у предыдущих. Этот смартфон чуть-чуть лучше в некоторых моментах самого популярного телефона, но переплачивать за это 1000 рублей не вижу смысла.
Седьмое место, и здесь располагается Infinix Hot 30. Его цена 9800 рублей за 4 и 128 гигабайт. Корпус пластиковый под стекло в белом, зеленом и черном исполнении. Достаточно симпатично выглядит. Дисплей 6,78 в разрешении Full HD+, 2460 на 1080 типа IPS 90 Гц. Это на голову выше всех предыдущих конкурентов. В данном устройстве картинка и качественнее, и плавнее. Батарея не удивила, кроме как поддержки быстрой зарядки 33 Вт за 30 минут около половины емкости. Камеры тоже 50 плюс 0,3 мегапикселя основная и 8 мегапикселей фронтальная. А вот производительность будет лучше, так как установлен Mediatek Helio G88. В моменте он не сильно шустрее Helio G85, но в перспективе будет дольше актуален на рынке. Приятным бонусом стало стереозвучание. Есть NFC и разъем 3,5 мм под наушники. Кстати, он есть у всех моделей списка, как и сканер отпечатков пальцев и распознавание лица. Еще и чехол в коробке положили. Вообще красота! Преимущества. Экран, качество выше, комфортнее листать ленту, производительность надольше хватит смартфона, поддержка быстрой зарядки, стерео и чехол в комплекте. Недостатки. Долго думал, что же сюда отнести, минусов ведь не может быть, тем более за такие деньги, однако за такую стоимость говорить о том, что камера не флагманская или процессор, было бы странно, поэтому минусов все-таки не обнаружено, до 10 тысяч самый топ. Шестое место. Realme C53. Стоимость этого девайса в конфигурации 6 и 128 гигабайт составляет 10 500 рублей. Оперативки уже чуть больше, значит, будет меньше тормозить и дольше служить. Красивая задняя крышка из пластика в черном и золотом цветах. Примерно на свою цену и выглядит. Экран 6,74 HD+, 1600 на 720 IPS 90 Гц, то есть немного хуже предыдущего. В комплекте не только чехол и шнур, но и блок питания на 33 Вт, то есть сразу с коробки вы сможете заряжать свой смартфон по технологии быстрой зарядки, также стерео, NFC и все остальные радости жизни. Внутри установлен процессор Unisoc Tiger T612 по производительности примерно как Helio G85. Свои задачи выполняет на 100%. Основная камера 50 плюс 0,8 мегапикселей, фронтальная на 8 мегапикселей. Фото в целом выходят неплохие, а вот насчет видео ситуация не очень. Кому это важно, обратите на это внимание. Но опять же, снять танцующего ребенка вполне себе можно. Преимущества. Оперативной памяти больше, будет быстрее и дольше в целом работать. NFC и мощный блок питания в комплекте. Недостатки. Экран, процессор, нет стерео и цена по сравнению с седьмым местом. Не вижу смысла покупать этот смартфон, так как он чем-то хуже, чем-то лучше предыдущих, но переплата не стоит того. Лучше посмотреть на более дорогое устройство. Пятое место – Tecno Spark 10 Pro. Еще один товар бренда Tecno. Цена этого телефона 11 400 рублей, но уже 8 и 128 гигабайт. Значит, смартфон будет еще плавнее и быстрее работать. Задняя крышка стеклянная в белом и черном цвете. Дисплей 6,78 высокого разрешения Full HD+, 2460 на 1080 IPS 90 Гц. Процессор Mediatek Helio G88, ничего нового. Основная камера 50 плюс 0,8 мегапикселей, фронтальная на целых 32 мегапикселя. И тут первая фишка. Регулируется светодиод, выступающий в роли вспышки передней камеры. Если слишком темно, поставил максимально ярко, чуть-чуть тусклый свет, поставил вспышку неярко. В целом по фото уровень выше бюджетного. Четкие, детализированные фото, насыщенная цветопередача. Видео хуже по качеству, но тоже пойдет как для бюджетника. Если вы выбираете смартфон со средней неплохой камерой, Tecno Spark 10 Pro – это ваш выбор. На четвертом месте нашего обзора Poco C65. Не спеша подходим к тройке лидеров, перед которыми стоит это устройство с ценой в 12 400 рублей за 6 и 128 гигабайт. Этой конфигурации вполне достаточно для обычных пользователей. Дизайн простой, пластиковый корпус. В этом устройстве экран 6,74 HD+, 1600 на 720 IPS 90 Гц.
Неплохо, но обычно. За производительность отвечает все тот же Helio G85. Аккумулятор такой же, как и у предыдущих моделей. Основной модуль камер 50 плюс 2 плюс 0,8, фронтальная 8 мегапикселей. Снимает так себе, но можно приноровиться. Автофокус слабенький, но если приложить усилия, могут получиться весьма хорошие снимки. Видео лучше, чем у многих, но стабилизации все еще нет. Достоинства: 90 Гц и шустро работает. Недостатки: меньше оперативки, чем у предыдущего, экран и отсутствие чехла в коробке. Это спорный девайс. С одной стороны, каких-то прям существенных недостатков нет, но с другой стороны, все обычное, как у всех. Стоит ли переплачивать, если можно взять все тот же Infinix Hot 30? Думаю, не стоит. Третье место – Oppo A58. Открывает тройку лидеров смартфон стоимостью 13 200 рублей за 6 и 128 гигабайт. Могли бы, конечно, и 8 гигабайт оперативки поставить, но имеем, что имеем. Выглядит обычно, но красивенько. Пластик, экран 6,72, Full HD+, 2460 на 1080, IPS 60 Гц. Видим, что уже два минуса: оперативная память и 60 Гц, в которых этот аппарат уступает предыдущим. В нем стоит Helio G85, но хотелось бы, конечно, чуть мощнее за такую сумму. С емкостью батареи все понятно, а вот наличие быстрой зарядки в 33 Вт в комплекте располагает нас к нему. Основная фишка этого смартфона, по словам производителя, это стерео, 300% громкости, если первоначальной будет мало. Функция рабочая, но, я думаю, не настолько крутая, чтобы из-за нее покупать этот телефон. Камера 50 плюс 2 мегапикселей и 8 фронтальная. По отзывам снимает так себе, но за эти деньги нормально. Делаем вывод, что пока один жирный плюс в виде быстрой зарядки, ну и, конечно же, еще NFC. Итак, преимущества: наличие блока зарядки 33 Вт, громкий звук, качественная сборка и NFC. Недостатки: 60 Гц, не очень за эти деньги процессор, 6 гигабайт оперативной памяти. Характеристики примерно те же, как у смартфона дешевле. Рекомендовал бы брать, если вы фанат этого бренда, а в целом проигрывает конкурентам. Второе место, и здесь Xiaomi Redmi 12. Стоимость этого гаджета 14 300 рублей за 8 и 256 гигабайт. Скажу сразу, что процессор установлен MediaTek Helio G88, следовательно, в совокупности большей памяти и лучшего процессора лучше доплатить 1000, но взять это устройство, а не предыдущее, ведь именно с Redmi 12 вы проходите дольше. Второй положительный момент – это стеклянный корпус, хотя для кого как, это может быть и плюсом, и минусом. Если аккуратность ваше все, то стекло будет выигрышнее смотреться, но если вы часто роняете смартфон, то пластик более долговечен. Телефон выглядит очень привлекательно, похож на iPhone. Далее смотрим на переднюю часть. 6,79 Full HD 2460 на 1080 IPS 90 Гц тоже выигрывает у многих в этом топе. У данной модели три основные камеры: 50 плюс 8 плюс 2 мегапикселя и 8 мегапикселей фронтальная. В этом он также обходит своих конкурентов. По словам пользователей, снимает очень даже добротно. В комплекте блок питания на 22,5 Вт и чехол. Также у смартфона есть всевозможные фичи: сканер отпечатков пальца, Face ID, NFC и другое. Но лоток гибридный, то есть придется выбирать или две симки, или симка и флешка. Итак, плюсы этого гаджета: много памяти, камера, комплект, стеклянный корпус, дизайн и производительность. Минусами можно назвать стеклянный корпус, для кого-то это все же недостаток и не такой уж и крутой процессор, но это уже чрезмерная дотошность. В целом, устройство за такую сумму выигрывает у конкурентов. И, наконец, мы добрались к первому месту, и здесь располагается Tecno Pova 5. Рейтинг был построен исходя из популярности, но здесь оказался действительно достойный аппарат. Цена и память: 14 500 рублей за 8 и 256 гигабайт. Это просто пушка, и скоро вы поймете почему. Дизайн, начиная от необычной коробки и заканчивая, естественно, самим устройством. Несмотря на то, что материал корпуса пластик, выглядит очень солидно.
Экран 6,9 Full HD+, 2460 на 1080 IPS и, внимание, 120 Гц. Это единственный такой смартфон в сегодняшнем списке, и это очень круто. Хороший, яркий, в том числе на солнце, качественный дисплей с точной и насыщенной цветопередачей. Батарея. У всех смартфонов сегодняшнего обзора батарея 5000 мАч, кроме этого у него целых 6000 мАч. То есть он будет работать еще примерно на пару часов дольше. В реальности же хватает на плюс-минус также день-полтора активного пользования. Плюсом нужно отметить, что умная быстрая зарядка 45 Вт идет в комплекте. Процессор. Если вы уже устали изумляться, то я спешу расстроить. У этого аппарата 8-ядерный Mediatek Helio G99 на основе 6 нанометров. Объясняю по-русски, чем меньше нанометров, тем лучше, быстрее, производительнее процессор и, соответственно, сам смартфон. Для наглядности, у большинства предыдущих моделей процессор был на основе 12 нанометров. На этом аппарате спокойно на средних настройках можно играть в Call of Duty, Standoff 2, PUBG и другие. Бренд, кстати, обещает полное отсутствие нагрева при пользовании. Камеры. Основная 50+2 мегапикселя, фронтальная 8 мегапикселей. Что-то прям вау не увидите, но вполне достойного качества снимки, как для бюджетника. Видео записывать можно либо HD 60 кадров в секунду, либо 2К 30 кадров в секунду. Фишка смартфона в том, что можно снимать сразу на две камеры, заднюю и фронтальную. Звук. Производитель заявляет о двойных стерео с Hi-Res Audio и DTS. Обычному человеку знание терминов не нужно, но упомянул для продвинутых пользователей. В жизни хороший звук за 15 тысяч. Из остального выделю то, что со связью проблем нет, поддерживает 2 нано-SIM, отдельный слот для флеш-карты, поэтому выбирать не придется, можно вставить и 2 симки, и карту памяти. Отдельно хочется отметить Vibro, он максимально хорош за эту сумму. NFC, разъем 3,5 мм, распознавание лица, сканер отпечатков пальцев тоже имеются. Однозначно рекомендую к покупке. Итак, вы сами убедились в том, что разнообразия хватает и каждый по своим предпочтениям найдет идеальный вариант. Но если вы не хотите еще раз все пересматривать, выделим несколько категорий. Самые бюджетные. Если хотите самый дешевый, но качественный смартфон, берите Tecno Spark Go 2024. Если же для вас допустимы чуть-чуть хуже характеристики, но нужен NFC, то ваш выбор Redmi 12C. До 10 тысяч идеальный вариант Infinix Hot 30, до 15 тысяч наилучший в топе Tecno Pova 5. И на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах.